Здравствуйте, дорогие зрители! Представляю вашему вниманию обзор на готовую игрушку «Дракон в худи». Это видео оно является и заключительным, и первым одновременно. Первым для тех, кто только собирается вязать дракончика, ну и заключительным для тех, кто игрушечку эту вязал вместе со мной. Итак, сейчас я покажу дракончика без одежды и затем в одежде. Я вязала два худи. Один изначально был связан для вот этого дракончика, такой ярко-розовый. А вот этот вариант я вязала для такого же дракончика, но в другом цвете. Вот, поэтому я покажу сейчас дракончика без одежды, а затем вот в этом худи. Дракон связан крючком. Из ниточки этамин, акриловая нить. У него подвижная челюсть, язык, есть зубки вот такие, чешуйки, ручки, ножки двигаются, прикреплены с помощью суставов пуговичек, но в принципе их можно и пришить в том положении, которое вам подходит. Так, вот такие вот рожки на носу, на голове, глаза выделены с помощью вышивки, грива. Здесь также вышивка. Голова также подвижная, на суставе пуговички. Кстати, если вы не хотите, чтобы голова сильно болталась, я прикреплю здесь видео, как уплотнить вот это расстояние между туловищем и головой. Игрушка эта очень приятная на ощупь. Благодаря тому, что все двигается, я думаю, деткам будет очень интересно с ней играть. Сейчас покажу, как выглядит в розовом худи. Так дракончик выглядит в розовом худи. Здесь я капюшончик делала не очень широкий. Там в мастер-классе именно на одежду. Я буду говорить о том, что здесь, например, в этом варианте я вязала 6 сантиметров до убавок. В этом же варианте я вязала 7 сантиметров до убавочек. Также разница в том, что здесь я оставляла 2 петелечки для того, чтобы была более выделена регланная линия. В этом варианте я делала убавку к убавке, чтобы здесь были вот такие дырочки. То есть варианты всевозможные, как вам что больше нравится. Пламя одни и те же цвета, все размер одинаковый и здесь, и в этом варианте. Вот. Благодаря тому, что здесь горловина достаточно широкая, голова очень хорошо помещается и одевать можно без проблем дракончика. Вот. То же самое и рукава. Манжеты здесь идут на резиночках. Вот здесь уже просто лицевой гладью. Вот такая вот игрушка получилась. Материалы и инструменты, список я напишу под видео. Решила сделать так, чтобы не затягивать это видео, а также все материалы я демонстрировала в мастер-классе, когда его записывала. Поэтому список материалов и также по этому худи и по такому я напишу в инфобоксе внизу под видео в описании. Поэтому можете, если что, перейти и почитать. Напомню, что в принципе игрушку вы можете вязать из любой пряжи. Если пряжа у вас будет потолще, соответственно игрушка будет размером
побольше. Главное, чтобы вы учитывали тогда размеры и вот этой одежды. Вот, потому что если одежда будет из тоненькой ниточки, то она просто будет мала по размеру. Вот, на этом видео я завершу. Благодарю вас за внимание, благодарю за поддержку, за лайки, за комментарии. Я всегда об этом говорю, мне очень приятно. И это для меня является мотивацией огромной для того, чтобы и дальше делать для вас мастер-классы. Я вижу, что вам нравится, вам интересно и полезно. Вот это для меня самое главное. Также пишите, пожалуйста, в комментариях мастер-классы, на какие игрушки вы хотели бы видеть. И по возможности, напомню, по возможности, мне, конечно, очень хочется сделать мастер-классы абсолютно все, которые вы пишете. Просто на данный момент у меня не всегда есть материалы для того, чтобы это сделать. Но список я веду, и обязательно постепенно я мастер-классы обещанные сделаю. Также, если хотите быть всегда в курсе новых мастер-классов, новых обзоров, не забудьте подписаться. Вот, мне будет очень приятно, и вы будете всегда в курсе событий, которые происходят на моем канале. Благодарю всех, всем желаю вдохновения, всем удачи, хорошего настроения. Вот, и до встречи в новых видео. Пока-пока.